А вы слышали, что арабские шейхи сошли с ума и снова предоставили миру невообразимых масштабов проект? Это будет целый город под названием Неом, и в нем будут самые удивительные районы и постройки. Например, вот этот уже знаменитый город Линия, или горнолыжный курорт в пустыне. В этом видео я подробно расскажу вам о нашумевшем проекте. Мы с вами разберем, что в него входит, какие интересные постройки в нем планируются, а также с какими проблемами столкнулись его создатели. Приятного просмотра! Арабские шейхи Саудовской Аравии долго думали и пришли к выводу, что они создали недостаточно много мегапроектов, и что им нужен еще один. Да такой, чтобы весь мир говорил о нем. Назвали они его Неом, а визитной карточкой стал город, который носит гордое имя Линия. Название он полностью оправдывает, потому что это просто длиннющий мегаполис протяженностью в более чем 100 километров. Ой, что-то я отвлекся. Давайте все-таки по порядку. Неом – это новый городской район, который планируется построить в северо-западной провинции Табук, королевство Саудовская Аравия. Он будет располагаться к северу от Красного моря, к востоку от Египта через залив Акаба и к югу от Иордании. Планы развития города включают создание нескольких районов, например, свой отдельный плавучий промышленный комплекс или глобальный торговый центр, который будет рассчитан на миллионы туристов. Кстати, о них. Проект предполагает целые туристические курорты. Ну и, конечно же, упомянутый мной ранее город Линия. Кстати, идея создания этого мегапроекта взбрела в голову премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Большую часть проекта планируется завершить к 2039 году. Правда, тут есть свои подводные камни. Эксперты высказали свои сомнения относительно амбициозных планов этого мегапроекта. К июлю 2022 года были построены всего лишь 2 здания, а большая часть территории проекта оставалась пустынной. При этом разработчики заявляли о совсем других сроках выполняемых работ. Оценочная стоимость проекта превышает $500 миллиардов. О серьезности намерений шейхов говорит следующий факт. 29 января 2019 года правительство Саудовской Аравии объявило о создании закрытой акционерной компании «Неом». Эта компания является полностью собственностью Государственного инвестиционного фонда и занимается исключительно развитием этой экономической зоны. Удивительно и то, как будет функционировать Неом. Вся энергия в этом городе будет полностью возобновляемой. То есть не будет никаких грязных угольных или атомных станций. Только солнечные и ветряные электростанции. Весь транспорт будет использовать только чистый водород, из-за чего выбросов углекислого газа вообще не будет. А вся вода в городе будет полностью очищаться. Да и добывать из недр земли пресную питьевую водичку никто не собирается, так как ее там попросту нет. Ее планируют получать из океана путем опреснения и очищения. А водород для машин будут получать прямо в одном из районов города. Так что, если все планы арабов увенчаются успехом, мы с вами увидим самый чистый и зеленый город на планете. А дальше я бы хотел рассказать вам более подробно о том, что будет включать в себя Неом. И, пожалуй, начнем мы все-таки с Линии. В январе 2021 года были представлены планы города под названием The Lane. Предполагается, что здания в этом городе будут объединены в единую структуру с полностью стеклянным фасадом. К тому же он будет зеркальным, чтобы обеспечить комфортную температуру в любое время года в помещениях. Как я уже озвучивал, длина города будет более 100 километров, а вот ширина всего 200 метров. Как мне кажется, это совсем немного. Представьте себе, всего 2 футбольных поля в длину поместится в этих границах. А ведь нужно еще и дома куда-то ставить. Планируется, что в этом городе не будет автомобилей, от слова совсем. Вместо них будет запущен общественный транспорт, а добраться до всех необходимых мест жители смогут всего за 20 минут. Да и без машин, по заверениям разработчиков проекта, в городе будет очень свободно. Благодаря этому Линия сможет вместить 9 миллионов жителей. Страшно представить, что будет, если хотя бы миллиону потребуется из одного конца города перебраться в другой. Метро в час пик отдыхает. Кстати, город Линию планируется возводить с использованием технологии модульного строительства. А вы знаете одну из лучших компаний на рынке, которая предоставляет такие услуги? Я сейчас говорю про производственное объединение «Система». Команда этого проекта серьезно подходит к своему делу. Компания предлагает модульные здания самых разных размеров. Вам могут построить как небольшой дачный домик, так и многоэтажный склад. На выбор предлагаются самые разные модули, начиная от обычного офисного блока и заканчивая сложным техническим сооружением. Компания давно зарекомендовала себя на рынке как качественного подрядчика. Свою работу они выполняют в самые короткие сроки и в лучшем качестве. Достигается это многолетним опытом и собственными наработками и патентами. Подробнее о ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании.
Еще проект НЕОМ предполагает создание промышленного комплекса под названием «Оксагон». Изначально он должен был носить более обыденное название – НЕОМ Industrial City, но его очень быстро переименовали. «Оксагон» представляет из себя инновационный плавучий промышленный комплекс в форме восьмиугольника. Находиться он будет примерно в 25 километрах на север от города Дубай. Проект будет фокусироваться на современном производстве, промышленных исследованиях и разработках, направленных на расширение порта Дубая. Ожидается, что «Оксагон» станет новым центром для глобальных торговых потоков и что он будет обслуживать морские маршруты через Красное море. Предполагается, что в этом районе построят громадную опреснительную установку, которая будет питать весь город питьевой водой. Также планируется возвести просто колоссальных размеров промышленный электролизер, устройство, благодаря которому город будет получать чистейший водород из воды. К тому же в «Оксагоне» будет расположен океанический исследовательский центр. В общем, в нем будет сосредоточено все, что нужно для безбедной жизни города. Еще один поражающий район, который планируется возвести по проекту НЕОМ – Троена. Он представляет из себя горнолыжный курорт на открытом воздухе, расположенный на Аравийском полуострове. Он будет находиться примерно в 50 километрах от берега залива Акаба в горах Сарат. Кстати, его и правда можно назвать горнолыжным, потому что он будет находиться на высоте около 2 километров. Выбранное для него место, несмотря на свою пустынную природу, отличается более прохладным климатом по сравнению с остальной территорией НЕОМ. В районе Троена расположится небоскреб высотой 330 метров. Он будет расположен на вершине горы. А вид с него обещает быть просто потрясающим, ведь окна будущего отеля выходят прямо на искусственное озеро. Ах да, я же не сказал вам, что это здание будет гостиницей. Кажется, для арабских шейхов все небоскребы имеют только одно предназначение – зарабатывать деньги. 3D-изображение будущего здания указывает на то, что небоскреб будет иметь форму кристалла, состоящего из множества колонн, которые сужаются к вершине. Интересно, как он будет выглядеть вживую. К слову, туристы смогут отдохнуть не только на горнолыжном курорте. В декабре 2022 года НЕОМ объявила о намерении построить Синдалах – роскошный курортный комплекс просто невообразимых размеров. Располагаться он будет неподалеку от побережья. Планы включают в себя строительство пристани с 86 местами для яхт. Помимо этого, планируется возвести 3 роскошных отеля, которые смогут принять до 2500 туристов ежедневно. А самое интересное то, что Синдалах совсем скоро может появиться вживую. В 2023 году было построено поле для гольфа с видом на море. Выходит, осталось подождать совсем немного. Команда НЕОМ очень активно занимается продвижением своего проекта. В марте 2020 года компания подписала партнерское соглашение с командой Mercedes EQ Formula E. Затем, в июне 2022 года, НЕОМ стала титульным спонсором McLaren Racing и создала подразделение электромотоспорта под названием НЕОМ McLaren Electric Racing. Такая дорогая маркетинговая программа, естественно, дала свои плоды. В июле 2020 года компания Air Products and Chemicals Incorporated объявила о строительстве крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода, о котором я вам ранее уже говорил. Этот проект будет стоить ошеломительные $5 миллиардов. Также в марте 2021 года НЕОМ заключила 4-летнее глобальное спонсорское соглашение с Азиатской конфедерацией футбола. В мае 2022 года индийский конгломерат Larsen & Toubro получил контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 2930 МВт, ветряной электростанции мощностью 1370 МВт, системы хранения энергии на 400-мегаваттных батареях и сети передачи электроэнергии протяженностью около 190 км. Вот эта цифра! А в октябре 2022 года Троена была объявлена городом, в котором проведут зимние азиатские игры 2029 года. А в июне 2023 года появились слухи о том, что НЕОМ ведет переговоры с одной из лучших велокоманд Jumbo Visma о возможности стать основным титульным спонсором команды в 2024 году. Именно тогда должен истечь срок соглашения с текущим спонсором – голландской сетью супермаркетов Jumbo. В общем, арабские шейхи пытаются вовсю продвигать свой проект в массы, чтобы заполучить как можно больше инвесторов. А нам с вами остается только надеяться, что все задуманное командой НЕОМ будет воплощено в жизнь. Но уже на стадии проекта не все идет так гладко, как хотелось бы. Согласно оценкам экспертов, примерно 20 тысяч человек коренного населения тех земель будут вынуждены переехать из-за планируемого строительства города НЕОМ. Например, племя Ховейтат, которое испокон веков проживает в этом районе, заявляет, что они не против строительства города, а против насильственного изгнания и последующего насилия.
Активист Абдул-Рахим Аль-Хувайти в апреле 2020 года сообщил о попытках саудовских сил безопасности выселить его и других членов племени Ховитат с их исторической родины. В видеороликах, которые он размещал в интернете, утверждается, что силы безопасности пытались изгнать их насильственно, а спустя время появилась информация, что активиста застрелили силовики. Они утверждали, что Абдул-Рахим открыл по ним огонь. Лондонская правозащитница и член племени Ховитат Алия Аль-Хувайти оспорила эту версию событий. Она утверждала, что у активиста не могло быть огнестрельного оружия. Но широкого резонанса эта история не получила. Проект «Неом» продолжал строиться, а похороны Абдула-Рахима Аль-Хувайти состоялись совсем недалеко от деревни Аль-Хорайба. Но высшее руководство не желало слушать мнение коренного населения. В июне 2020 года принц Салман подписал контракт на $1,7 миллиона с американской фирмой по связям с общественностью и лоббированию Рудерфин, специально для противостояния критике и спорам, которые возникали из-за проекта «Неом». Но даже такой кардинальный подход к решению проблемы не исключал продолжающееся негодование местных. В ноябре 2020 года британские юристы, которые представляли племя Ховитат, призвали британского министра иностранных дел Доминика Рааба бойкотировать саммит G20 в Саудовской Аравии. Предполагалось, что политик в знак протеста против насильственного выселения племени должен был просто не приехать на столь важное мероприятие. Активисты хотели потребовать у Соединенного Королевства активной позиции в вопросах прав человека. Но все эти юридические споры не давали абсолютно никакого плода. В октябре 2022 года специализированный уголовный суд Саудовской Аравии приговорил 3 членов племени Ховитат к смертной казни за сопротивление перемещению. 3 мужчин были арестованы еще в 2020 году за участие в протестах против выселения племени из-за проекта «Неом». Стоит ли говорить, насколько ужасен этот поступок? Я уже говорил, что в октябре 2022 года было принято решение о проведении зимних азиатских игр 2029 года в городе Неом. Однако выбранное место проведения вызвало большую критику из-за потенциального негативного воздействия на окружающую среду. В свете растущих опасений по поводу глобального потепления проект вызвал волну вопросов. На месте города – пустыни. Температуры там достигают колоссальных цифр. И как будет решаться этот вопрос во всем мегаполисе? А какое влияние будет оказывать город своим энергетическим воздействием? Что местные власти будут делать с истощением местных водных ресурсов? А также как планируется возвести горнолыжные трассы с полного нуля, да и к тому же поддерживать их в должном состоянии под открытым небом в пекло? И самый главный вопрос – все эти факторы в сумме не окажут плохое действие на местную флору и фауну? На все эти вопросы не ответили ни представители проекта «Неом», ни организаторы зимних азиатских игр. Зато политолог и эксперт по геополитике спорта в регионе Персидского залива Рафаэль Лемагуариец отметил, что правительство Саудовской Аравии в первую очередь стремится продвигать свой образ будущего города. Правда, спортсмены сами не особо-то довольны местом проведения столь важного мероприятия. Секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Мишель Вион выразил удивление решением Олимпийского совета Азии. А серебряный призер Олимпийских игр в скоростном спуске Йохан Клэри и вовсе заявил, что это ужасно для нашего вида спорта. В целом я могу понять их возражения. До этого никто ни разу не проводил зимние соревнования в жару плюс 50 в пустыне. Но, думаю, этот контраст может сильно понравиться зрителям будущих соревнований. В этом видео я подробно рассказал вам о проекте «Неом», о том, что он из себя представляет, какие районы в нем будут, а также какие проблемы его преследуют. Спасибо за просмотр.